На миниатюре, созданной в Нидерландах около 1525 года, иудейские первосвященники отсчитывают Иуде Искариоту деньги, плату за предательство Христа. И у одного из них в красном колпаке с псевдоеврейской надписью на нос водружены очки. Только не такие, а без дужек. В искусстве позднего Средневековья и Возрождения очки, как и многие другие технические инновации, механические часы, пушки, аркебузы, регулярно появлялись в сценах, которые разворачивались в далеком библейском или греко-римском прошлом. Само собой, в эпоху Христа и Понтия Пилата никаких очков не было. Однако художники легко переносили их в другие времена и остекляли множество персонажей. От ветхозаветных пророков или евангелистов с апостолами до злокозненных иноверцев, например, иудейских первосвященников, которые подкупили Иуду, чтобы он предал Христа. Как инструмент, помогавший исправить изъяны зрения, очки превратились в знак, но знак двойственный. Он мог говорить как о книжной премудрости и духовном прозрении, так и о помрачении, нравственной слепоте и неспособности увидеть истину. Как этот знак работал? Начнем с азов, с географии и хронологии. История изобретения очков полна пробелов. Мы точно не знаем, кто одарил человечество этим ценным приспособлением. Хотя увеличительные стекла были известны задолго до Средневековья, первые очки, судя по всему, были созданы в конце XIII века где-то в Италии. Сначала появились окуляры с выпуклыми линзами, предназначенные для коррекции дальнозоркости. Они помогали тем, у кого с годами ухудшилось зрение вблизи и кому стало трудно читать и писать. Тем самым они продлили профессиональный век множества церковных и светских интеллектуалов. В отличие от лупы, которая увеличивала размер текста, стекла очков, компенсируя изъян рефракции, позволяли увидеть его в реальном размере. Очки, предназначенные для близоруких, появились уже намного позже, где-то во второй половине 15 столетия. Самое раннее из известных изображений стекол для чтения, как тогда говорили, было создано где-то через 3/4 века после того, как они были изобретены. В 1352 году Томмазо да Модена расписал капитулярную залу в доминиканском монастыре Сан-Николо в Тревизо портретами 40 выдающихся богословов и проповедников, подвязавшихся в этом ордене. Все они были изображены за учеными трудами, с книгами, перьями, чернильницами, песочными часами и другими инструментами, необходимыми или полезными для интеллектуальных занятий. На одном из таких условных портретов мы видим французского кардинала Гуго де Сен-Шера, умершего примерно за век до того. Он что-то сосредоточенно пишет, а на его носу водружены очки, которые, вероятно, были изобретены лет через 20 после его кончины. Вполне предсказуемо, что в иконографии очки превратились в частый атрибут пожилых интеллектуалов. Всех, кто в силу своего ремесла был связан чтением и письмом, а порой и просто стариков, не связанных с учеными занятиями. В них начали представлять ветхозаветных пророков, евангелистов, записывающих свои свидетельства о Христе, отцов церкви, а порой и Иосифа, престарелого мужа Девы Марии. Апостолы в очках регулярно появляются на позднесредневековых изображениях Успения Богоматери, где кто-то из учеников Христа без стекол для чтения не может разобрать текст молитв или псалмов. Однако с того же XIV столетия в очках стали изображать и негативных персонажей. В первую очередь книжников и иноверцев. На иллюстрациях к Новому Завету стекла можно увидеть на носу у кого-то из иудеев, присутствовавших при обрезании младенца Иисуса, у учителей, перед которыми 12-летний Иисус проповедовал в Иерусалимском храме, у первосвященников, которые, подкупив Иуду, обрекли Иисуса на смерть. На носах иудейских законоучителей или порой языческих философов очки, так же, как у евангелистов или отцов церкви, могли просто напоминать об их учености и книжных занятиях, которые притупляют зрение. Однако в сюжетах, где иноверцы обличают, преследуют или истязают Христа и его святых, позднесредневековые мастера часто стремились изобразить врагов веры максимально отталкивающими. Уродливые лица, физические дефекты, непристойные жесты, экзотические или позорные одеяния. Все детали облика и костюма должны были продемонстрировать зрителю их внутреннюю порочность. Потому, вероятно, что и очки, оказавшись на носах врагов Христа и христианства, превращались в негативный знак. В культуре Средневековья помрачение взора и тем более слепота – одна из главных метафор,
обозначавших интеллектуальное и нравственное ослепление. Неспособность или нежелание узреть истину. Вокруг этих тем был выстроен целый арсенал обличительных образов, которые использовались церковью в полемике против еретиков и иноверцев, прежде всего иудеев. Апостол Павел в послании к римлянам сетовал на то, что большинство народа Израилева, которое отвергло Христа, ожесточилось, и их глаза помрачились. Христианские богословы повторяли, что иудеи, отказавшись признать Христа Мессией, обещанным их пророками, слепы к истинному смыслу их собственного Писания. Они держатся за поверхность, за мертвящую букву Ветхого Завета и не желают видеть, что его подлинный смысл раскрывается в фигуре Христа, Мессии, о котором говорили пророки. Средневековая антииудейская иконография, которая стала как никогда разветвленной и агрессивной, постоянно возвращалась к обвинению в слепоте. На порталах многих готических соборов можно увидеть двух дев: царственную церковь, невесту Христову, и отвергнутую синагогу, которая олицетворяла Ветхий Завет и иудейский закон. Она понуро стоит, бессильно держа скрижали. Корона с ее головы съехала, древко, на котором реял ее стяг, сломано, а глаза, как правило, закрыты повязкой, обернутой вокруг головы, или вуалью, спускающейся на лицо. Этот образ противопоставляет зрячую церковь и слепую синагогу. Более того, на многих изображениях глаза синагоги застилает никто иной, как сатана, отец лжи, в облике звероподобного демона или змея, оплетающегося вокруг головы, словно повязка. В фантазии позднесредневековых художников очки перекочевали даже в мир иной, на носы демонов. Если у ангелов, совершенных существ, в христианском искусстве зрение всегда превосходное, бесы порой щеголяют в очках, словно люди. Эта деталь напоминала об их духовном помрачении, но заодно, скорее всего, вызывала усмешку. Подслеповатые демоны слишком несовершенны, чтобы вызывать страх и только его. Взглянем на эту гравюру, созданную в Нидерландах во второй половине XVI века. Представители всех сословий, клирики от монахов до папы, миряне от простолюдинов до королей, палят из различных орудий по дьяволу, воплощающему грех стяжания. В его руках несколько тяжелых кошелей, тело покрыто монетами, а на нос водружены очки. Как на популярных тогда же едких изображениях подслеповатых менял и сборщиков податей, воплощавших алчное крючкотворство. В других сатирических сюжетах очки использовались для осмеяния псевдомудрости и заносчивого невежества. В окулярах часто щеголяли лжеучителя, мошенники и шарлатаны всех мастей, а также шуты и безумцы. На гравюре, иллюстрировавшей корабль дураков Себастьяна Бранта, тщеславный собиратель книг обложился томами, но ни черта в них не понимает, и приумножает не знание, а пыль. Шутовской колпак с бубенцами демонстрирует его глупость. Он водрузил на нос очки, но они мудрости ему явно не прибавят. А вот тут шут в колпаке со слиными ушами и с жезлом-моротом в руке, прислонив руку к щеке, с ухмылкой глядит на зрителя. Этот жест визуализирует фразеологизм «смотреть на что-то сквозь пальцы», то есть равнодушно взирать на зло, происходящее вокруг. Очки в руках буфона, видимо, указывают на претенциозность и нравственную слепоту, которые свойственны глупости. От людей очки легко кочевали и к животным. Около 1540 года немецкий мастер Эрхард Шön выпустил в Нюрнберге гравюру с портретом совы. Эта ночная птица держит в правой лапе пару окуляров. Дело явно происходит солнечным днем, но рядом бессмысленно горит свеча. Ни естественный, ни искусственный свет, ни стекла явно не помогут сове узреть истину, если она того не пожелает. Что могут дать свечи или очки, если я не хочу видеть, написано на гравюре. В средневековой церковной проповеди у совы была дурная репутация. Она олицетворяла иноверие, ересь, лженауку, то есть тьму, противостоящую свету истины. Тут очки не помогают полуслепой сове прозреть, а наоборот, напоминают о ее помрачении. При этом интересно, что тот же предмет-знак можно было повернуть и в позитивную сторону. К примеру, очки превратились в атрибут умеренности, одной из 4 кардинальных добродетелей. Эта сестрица благоразумия, справедливости и мужества ассоциировалась с тщательностью, измерениями и учетом.
Потому на известной гравюре, созданной по рисунку Питера Брейгеля-старшего, женщина, символизирующая эту добродетель, держит в руках очки. Как и остальные атрибуты благоразумия, механические часы, ветряная мельница, очки здесь превращены в олицетворение самоконтроля над временем жизни, над тем, что человек говорит, и над тем, куда он устремляет взгляд. У многих технических новаций есть две истории – материальная и символическая. Представьте современную аллегорическую картинку, на которой шлем виртуальной реальности превратился в знак либо открытости всему новому, либо, наоборот, слепоты, отказа видеть реальный мир и тотальной погруженности в мир вымышленный. С вами был Михаил Майзульс, программа «Бог в деталях». Наше следующее расследование выйдет через неделю. Подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».